Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня у нас очередной агрогороскоп на июль месяц 2021 года. И он посвящен зеленым операциям. И время московское. Но сразу же, прежде чем мы рассмотрим весь календарь, я хочу ответить на вопросы новичков. Что такое зеленые операции? Спрашивают нас те, кто только начинает свою работу на огороде, на земле, на грядках, переехали в сельскую местность и хотят знать, что это за такой странный зеленый календарь. Это ли, кто-то мне написал, шутя, что это зеленые операции, это что, стрижка долларов на деревьях? Очень понравилась эта шутка, но это не доллары, а это то, что вам даст действительно доход и прибыль, и хороший урожай. И что такое зеленые операции? Вот если мы говорим о том, что мы на томатах срезаем, выламываем или лучше срезаем, чистенько должно это быть, вот они пасынки. Это зеленая операция. Листики-то зеленые, зеленое растение, поэтому зеленая операция. Смотрите, на огурчиках убираем пасынки, обрезаем листья, обрезаем усики. Это тоже зеленая операция. На цветочках, вот они, многолетние астры, тоже верхушку я обрезаю для того, чтобы более пышный кустик был. Вот эта верхняя часть обрезается, это тоже зеленая операция на зеленом растении. Далее, зеленая операция – это то, что очень актуально, это листья, нижние листья на томатах. Это тоже зеленая операция. Ну и то, что мы говорим о садовых растениях, летний период после сбора урожая, чаще всего вот кончики веточек обрезаются. Ну вот на этих новых сейчас растениях сада это персики, на черешни. Ну, в принципе, яблони, груши – это все то, что вот прищипывается или делается обрезка, это садовые растения. Вот это вот, допустим, у меня вот кончик я после плодоношения я срезаю вот этот кончик, и вот остальная часть вот этого побега, этой веточки начинает хорошо созревать и готовиться к следующему году, а не гонится в рост. Не зеленая масса наращивается. Вот здесь тоже зеленые операции. В летний период мы проводим зеленые операции. Ну, надеюсь, теперь уже всем понятно, что такое зеленые операции. Поэтому перейдем к самому календарю агрогороскопа. Еще сразу хочу сказать, кто-то только начинающий нашел зеленые операции в 2019 году, не смотрят внимательно, что это 2019 год, считают, что это неправильный календарь, вы правильно считаете, поэтому, пожалуйста, у нас есть календари на каждый месяц каждого года. Сейчас у нас наполняется плейлист «Лунный календарь» на июль месяц 2021 года. Вот это как раз нужно всем, кто занимается обрезкой и кто занимается формировкой своего урожая этого года или же в саду на следующий год. Поэтому будьте внимательны, внимательно читайте, на какой период у вас все это есть. Теперь давайте рассмотрим июль месяц. Надеюсь, я ответила на ваши вопросы и шутки. Рассматриваем календарь агрогороскоп, его называют зеленых операций. Смотрите, у нас начинается 1 июля ночью, тоже сразу же я как-то не сильно обращала внимание, но кто-то мне сказал, что ночью любит ходить в теплицу и там делать зеленые операции. Пожалуйста, ночью не делайте зеленые операции, не обрезайте с 12 часов ночи 1 до 5 часов утра. Еще будут воздействовать энергии стихии воды. Луна еще будет в рыбах, хотя это убывающая луна, но это время не для обрезки. Да, прохладно, да, свет включили, да, хорошо, но подождите до 5 часов. С 5 часов начнется очень хороший период, это луна уже убывающая в Овне, замечательное время для посынкования, обрезки листьев, цветоносов, прищипки садовых растений. Вот это и садовые растения. Ну, конечно, их ночью мало кто будет резать, но вдруг кто-то захочет. И смотрите, вот эту работу, зеленые операции мы проводим и 2
все 24 часа. Это Овен. Ранки засыхают очень быстро. Мне очень нравится в Овне. Ну и в других знаках тоже. Но давайте рассмотрим следующий период очень хороший. Это уже период перехода Луны из знака Овен в знак Телец. Телец, знак стихии Земли, тоже очень хорошо получается 3, 4, 5. Здесь удаляем также любые части овощных, цветочных и садовых растений, чтобы долго не повторять, каждый раз посынкование, обрезка листьев и так далее. Вот это удаление любых частей овощных и цветочных растений, пожалуйста, используйте для цветов. Кстати, если отцвели там, допустим, какие-то уже бутоны высохли, надо убирать часть, вот эту верхнюю часть цветоносов, но это отдельная тема. Идем дальше. Смотрите, какой длительный период, когда можно проводить вот эти операции. Это все убывающая луна. При убывающей луне все соки идут внутрь, в корни, внутрь, вниз. Поэтому в этот период очень хорошо использовать вот эти зеленые операции, проводить и резать то, что нужно обрезать для того, чтобы и подготовить растения к следующему сезону, ну и для того, чтобы получить хороший урожай уже в этом году на зеленых растениях. Смотрите, в близнецах 6, 7, а вот 8 обратите внимание, нужно эту работу провести хотя бы за час, но лучше за 2 часа до перехода Луны в знак Рак. Казалось бы, вот оно, новолуние 10 июля, и 9, 10 обычно в новолуние, если совпадает со знаком стихии или, ну, в данном случае стихия огня или стихия земли, но только стихия земли, 2 знака, это Телец и Козерог, и воздуха, это Водолей, Весы и Близнецы. Вот эти знаки, да, это подходит. Ну, а с огненных знаков Овен, Стрелец и Лев. Поэтому вот этот период, а здесь вода, видите, знак стихии воды, Рак и новолуние. Казалось бы, в новолуние замечательное время, но Рак, еще раз возвращаюсь, смотрите, 8 постарайтесь все работы сделать до 14 часов обрезка, и засохнет раночкой, растение будет готово уже, подготовиться к переходу в знак стихии воды. И вот 9, 10, ну 11 ночью будет переход в знак Лев. Надеюсь, до 3 часов никто тоже ничего не будет резать. А вот уже после 4 часов 11 июля и 12 июля все 24 часа можно удалять любые части любых растений. То ли овощные, то ли цветочные, то ли садовые. А затем перерыв в обрезках. Вот это то исключение, о котором я говорила, только 2 знака стихии Земли. В Деве, кроме черенков, ничего не нарезаем. Черенки укореняются, ранка для черенков нормально засыхает. Вот такое какое-то волшебство, магия происходит в Деве. Если же обрезаешь растение, начинаются проблемы. Поэтому 13-го, вот начинается она хотя бы, Дева, с 11 часов 31 минуты, но лучше прямо с утра не делать уже эти обрезки. Дева, ну вот мне кажется, все время, я вот сколько работаю в Деве, Дева очень щепетильная, такая нежная, мягкая, но Дева есть Дева, и она не любит вот этих операций. А вот укоренять череночки, это тоже самое любимое дело, которым она занимается, и она покровительствует этим работам. Поэтому не обрезаем 13, 14 и 15 до 17 часов, не обрезаем любые части растений. Любые, не имеет значения, это овощи, цветы или сад. Итак, мы вот этот момент с вами запомнили, где-то запишите. Не делаем этих обрезок. Это тем более уже растущая луна. Здесь много факторов, которые нам говорят, пожалуйста, не выходите с секатором или с ножницами в сад, огород и так далее. Далее у нас уже после 17 часов 32 минут 15 июля, напоминаю, это растущая луна, что у нас происходит. Вот при растущей луне уже все, мы завершаем. Этот период завершили практически, вот смотрите, удаление частей, любых частей. Вот это садовые растения, на этом завершается. Растущая луна, уже нельзя садовые растения обрезать. Поэтому у нас, начиная с 15 после 17 часов, 16 все 24 часа, смотрите, пишу, только
овощные и цветочные растения. И это будет длиться у нас и 17 числа в весах только овощные и цветочные растения. Все, в сад мы не ходим с ножницами. Вечером Луна перейдет в знак Скорпион 21:39. И смотрите, будет 18-19. Ни в коем случае растущая Луна, много воды в листьях, побегах, веточках. Ни в коем случае ничего не обрезаем. Нет, подождите, вот дальше будет, ничего страшного, 2 дня, не вырастет там, да, вырастут какие-то пасынки, но ничего, усики, не страшно. Подождите эти 2 дня, срежете, вот, смотрите, начинается уже 20-го, прямо с 0 часов 8 минут начинается время Стрельца, знак стихии огня. Но снова же, только овощные и цветочные растения, пожалуйста, не ходите в сад на растущей Луне, тем более перед полнолунием. И не делайте вот этих обрезок. Ни в коем случае, ни прищипки, ни обрезки не делайте 20-го, 21-го. Далее у нас уже время полнолуния будет 24-го, хотя оно будет в знаке Водолея, стихии воздуха, но нельзя в полнолуние вообще трогать растения. Зато можно в преддверии вот этого полнолуния в знаке Водолея у нас будет еще 2 дня очень хороших, 22-го, 23-го, Козерог, время стихии Земли. Но только в экстренных случаях, это нужно, там, допустим, быстро растут пасынки, на овощных, цветочных растениях можно вот эти работы проводить. Скорее всего, на овощных, потому что цветочные можно заранее это сделать. И потом начинается вот этот период, когда нельзя у нас полнолуние, 25-го тоже нельзя, Водолей, сильные энергии в полнолуние, и растения не трогаем любые. Но затем переход в знак рыбы, стихии воды, еще энергии просто полнолуния буквально расширяют, все увеличивает. Еще этот период мы пропускаем 26, 27 и 28 до 13 часов. Не проводим зеленые операции. Нельзя в рыбах в стихии воды, нельзя, тем более рядышком полнолуния, нельзя проводить эти операции. Нельзя обрезать растения любые. Ну а затем, пожалуйста, до конца месяца, после 13 часов 28 июля, 29 июля, 30 Овен, знак стихии огня, но еще только овощные и цветочные растения. И 31 только овощные и цветочные растения. А затем там будут хорошие периоды, уже в августе месяце можно будет снова же продолжать делать с садовыми растениями вот эти зеленые операции. Ну вот так мы, Раиса Горяченко, Александр Волик, подготовили сразу же ответы на массу ваших вопросов по зеленых операциях. Теперь вы точно знаете, что такое зеленые операции. И теперь знаете, когда можно обрезать пасынки, листья обрезать, или усики, или цветочные какие-то побеги в саду. Пожалуйста, используйте вот этот календарь, время московское, напоминаю. Всего вам самого доброго. До новых встреч в новых видео.